Ребята, привет! Когда мы красим волосы, для того, чтобы получить полноценный и качественный цвет, кроме рецептуры, очень важен порядок нанесения красителя. Не во всех случаях мы можем наносить краситель сразу на все волосы. Кстати, что это за понятие «сразу на все волосы»? Я бы отнесла это к нанесению в мойке красящей субстанции. Скорее всего, речь идет о пенных банях, которыми я не пользуюсь. Почему? Смотрите отдельное видео на нашем канале. При таком нанесении не учитывается неравномерность базы, с которой мы работаем. Мы наносим краситель сразу на все, что мы имеем. Но из моей практики мы никогда не имеем равномерное полотно ни по уровню глубины тона, ни по пористости волос. Поэтому такое единовременное нанесение красителя для меня, как для профессионального колориста, недопустимо. Чтобы определить порядок нанесения красителя, нужно учитывать следующее. Это первичное или повторное окрашивание. Красим в светлый, яркий или темный цвет. Наличие и расположение участков седых волос. Различные уровни глубины тона полотна волос, неравномерность предыдущего окрашивания, наличие пушковых волос по краевой линии роста волос, различная пористость по длине длинных волос, масса волос, скорость работы красителя, длительность полной работы именно на этих волосах, возможность частичного смывания участка волос, который уже готов по окрашиванию, и многое другое. Возьмем последний пункт. Например, вы решили сделать полное мелирование на все волосы. С чего будем начинать? С какой зоны? Теоретически для клиента важнее себя видеть в зеркале с максимальными светлыми волосами вокруг лица. А те волосы, которые в нижней затылочной зоне, то есть сзади, не столь важны. Но если вы начнете от лица и будете продвигаться назад, то когда вы достигнете нижней затылочной зоны, передние волосы уже будут осветлены. Во-первых, из-за того, что они более тонкие и более пористые, они осветляются быстрее. Во-вторых, у вас уже прошло время выдержки, пока вы дошли до нижней затылочной зоны, и передние волосы уже готовы. И вам уже нужно смывать передние пряди. И как вы это будете делать? Лицом вниз? Это неудобно. Это неудобно ни вам, ни клиенту. Поэтому я рекомендую вам начинать мелирование с нижней затылочной зоны. Когда вы закончите нанесение передних прядей, ваша нижняя затылочная зона уже практически будет готова. И вы можете спокойно посадить клиента в кресло, запрокинуть голову как положено в мойке и начинать смывать нижние пряди, постепенно продвигаясь выше и выше, по мере продвижения времени выдержки и готовности вашей пряди. Даже положение клиента в мойке говорит о вашем профессионализме. А как делать умное тонирование на неравномерно осветленной базе, смотрите в моем полном обучающем курсе на сайте salonlondon.ru.